Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. До окончания нынешнего десятилетия совершить пилотируемый полет с посадкой на Луне и возвращением на Землю. Международная космическая станция – это совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран, среди которых США, Россия, Канада, Япония, а также несколько европейских стран, выступающих под эгидой Европейского космического агентства. Ее проектирование началось в 1984 году с приказа президента США Рональда Рейгана, велевшего НАСА за 10 лет разработать и построить новую орбитальную космическую станцию. К началу 90-х годов стало понятно, что масштабность и дороговизна проекта не позволит США самостоятельно ее создать. Фактически строительство станции началось в 1998 году, когда подключившаяся к проекту Россия вывела на орбиту первый элемент МКС – функциональный грузовой блок «Заря». С тех пор к проекту в разное время присоединились другие страны, строя и добавляя в конструкцию МКС свои собственные модули. В итоге МКС располнела до 460 тонн и занимает площадь футбольного поля. Сегодня мы поговорим о 10 интересных фактах о МКС, о которых вы, возможно, и не знали. Она на самом деле падает. Есть такая штука, как гравитация. Международная космическая станция находится примерно в 400-450 километрах над поверхностью Земли, где сила гравитации всего на 10% ниже той, что мы испытываем на нашей планете. Этого вполне достаточно, чтобы станция упала на Землю. Так почему она не падает? МКС на самом деле падает, однако благодаря тому, что скорость падения станции практически равна скорости, с которой она двигается вокруг Земли, то она падает по круговой орбите. Другими словами, благодаря центробежной силе она падает не вниз, а вбок, то есть вокруг Земли. То же самое происходит с нашим естественным спутником Луной. Она также падает вокруг Земли. Центробежная сила, возникающая при движении Луны вокруг Земли, компенсирует силу гравитации между Землей и Луной. Постоянное падение МКС на самом деле объясняет, почему экипаж на борту находится в невесомости, несмотря на то, что гравитация внутри станции присутствует. Поскольку скорость падения МКС компенсируется скоростью ее вращения вокруг Земли, космонавты, находясь внутри станции, фактически никуда не двигаются, они просто парят. Тем не менее, МКС время от времени все-таки снижается, приближаясь к Земле. Чтобы это компенсировать, Центр управления станцией проводит корректировку ее орбиты, кратковременно запуская двигатели и выводя на прежнюю высоту. На МКС Солнце встает каждые 90 минут. Международная космическая станция совершает один полный оборот вокруг Земли каждые 90 минут. Благодаря этому ее экипаж каждые 90 минут наблюдает восход Солнца. Ежесуточно люди на борту МКС видят по 16 восходов и по 16 закатов. Космонавты, которые проводят на станции 342 суток, успевают увидеть 5472 восхода и 5472 заката. За то же время находящийся на Земле человек увидит только 342 восхода и 342 заката. Что интересно, экипаж станции не видит ни рассветов, ни сумерек. Однако они могут четко видеть линию, так сказать, разделяющую те части, где в настоящий момент разное время суток. На Земле же находящиеся вдоль этой линии люди в это время наблюдают за рассветами или сумерками. У первого малазийского астронавта на борту МКС возникли проблемы с молитвой. Первым малазийским астронавтом стал шейх Музафар Шукор. 10 октября 2007 года он отправился в 9-дневный полет на МКС. Однако, перед его полетом он и его страна столкнулись с необычной проблемой. Шукор мусульманин. Это значит, что ему необходимо молиться 5 раз в день, как того требует ислам. Кроме того, вышло так, что полет проходил во время месяца Рамадан, когда мусульмане должны поститься.
Помните, я говорил о том, что на МКС астронавты встречают восход и закат каждые 90 минут. Это оказалось большой проблемой для Шакура, поскольку ему в этом случае было бы сложно определить время молитвы. В исламе оно определяется расположением солнца в небе. Кроме того, при молитве мусульмане должны повернуться в сторону Каабы, Мекки. На МКС направление к Каабе и Мекке будет меняться каждую секунду. Таким образом, во время молитвы Шакур мог находиться сначала в направлении Каабы, а затем параллельно ей. Малайзийское космическое агентство собрало 150 исламских священнослужителей и ученых для того, чтобы найти решение этой проблемы. В итоге собрание пришло к выводу, что Шакуру следует начинать свою молитву, повернувшись в сторону Каабы, а затем игнорировать любые изменения. Если определить положение Каабы ему не удается, то он может смотреть в любую сторону, где она, по его мнению, может находиться. Если это вызовет затруднения, то он может повернуться в сторону Земли и делать все то, что считает нужным. Кроме того, ученые и священнослужители согласились с тем, что нет необходимости в том, чтобы Шакур преклонял колени во время молитвы, если это сложно сделать в невесомости на борту МКС. Также нет необходимости проводить омовение водой, ему разрешили просто вытереть свое тело мокрым полотенцем. Также ему позволили сократить количество молитв с 5 до 3. И, конечно же, Шакуру разрешили не поститься, поскольку в исламе путешественники освобождены от поста. Земная политика. Как указывалось ранее, Международная космическая станция не принадлежит какой-то единственной нации. Она принадлежит США, России, Канаде, Японии и ряду европейских стран. Каждая из этих стран или групп стран, если речь идет о Европейском космическом агентстве, владеет определенными частями МКС вместе с модулями, которые они туда отправили. Сама МКС разделена на два основных сегмента – американский и российский. Право использования российского сегмента принадлежит исключительно России. Американцы позволяют пользоваться своим сегментом другим странам. Большинство стран, вовлеченных в развитие МКС, в частности США и России, перенесли свою земную политику в космос. Результат этого оказался наиболее неприятным в 2014 году, после того, как США ввели санкции против России и разорвали отношения с несколькими российскими предприятиями. Одним из таких предприятий оказался Роскосмос, российский эквивалент НАСА. Однако, тут возникла большая проблема. Так как НАСА закрыла программу космических шаттлов, ей приходится всецело полагаться на Роскосмос по вопросам доставки и возвращения их астронавтов с МКС. Если Роскосмос выйдет из этого соглашения и откажется с помощью своих ракет и космических аппаратов доставлять и возвращать американских астронавтов с МКС, НАСА окажется в очень затруднительном положении. Сразу после того, как НАСА разорвала отношения с Роскосмосом, заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин написал в Твиттере, что США теперь могут отправлять на МКС своих астронавтов с помощью батутов. На МКС нет прачечной. На борту Международной космической станции нет стиральной машины, но даже если бы она была, то у экипажа все равно нет лишней воды, которую можно использовать для стирки. Один из вариантов решения проблемы – брать с собой достаточное количество одежды, чтобы ее хватило на весь полет. Но такая роскошь бывает не всегда. Доставка на МКС груза весом 450 граммов обходится в 5-10 тысяч долларов, и никто не хочет тратить столько денег на доставку обычной одежды. Экипаж, возвращающийся на Землю, также не может забрать с собой старую одежду. В космическом аппарате мало места. Решение – сжечь все дотла.
Следует понять, что экипаж МКС не нуждается в ежедневной смене одежды, как это делаем мы на Земле. Если не брать в расчет, конечно же, физические упражнения, о которых мы поговорим ниже. Космонавтам на МКС не приходится сильно напрягаться в условиях микрогравитации. Температура организма на МКС тоже контролируется. Все это позволяет людям носить одну и ту же одежду до 4 дней, прежде чем они решат ее сменить. Россия время от времени запускает беспилотные космические аппараты для доставки новых припасов на МКС. Эти корабли могут совершать полеты только в одну сторону и не могут вернуться обратно на Землю, по крайней мере целыми. Как только они пристыковываются к МКС, экипаж станции разгружает доставленные припасы, а затем заполняет пустой космический аппарат различным мусором, отходами и грязной одеждой. Затем аппарат отстыковывается и падает на Землю. Сам корабль и все, что находится на его борту, сгорает в небе над Тихим океаном. Экипаж МКС много занимается. Экипаж Международной космической станции практически постоянно теряет костную и мышечную массу. Месяцами проводя время в космосе, они теряют около 2% запасов минеральных веществ в костях конечностей. Звучит не очень много, но эта цифра быстро растет. Обычная миссия на МКС может занимать до 6 месяцев. В результате некоторые члены экипажа могут терять до 1/4 части костной массы в некоторых частях их скелета. Космические агентства пытаются найти способ снизить эти потери, заставляя экипаж проводить ежедневные 2-часовые физические упражнения. Несмотря на это, космонавты все равно теряют мышечную массу и костную. Поскольку тренируется практически каждый космонавт, которого регулярно отправляют на МКС, у космических агентств нет контрольных групп, с помощью которых можно было бы определить эффективность таких тренировок. Тренажеры на орбитальной станции тоже отличаются от тех, что мы привыкли использовать на Земле. Различия в гравитации диктуют необходимость в использовании только специальных тренажеров для физических упражнений. Использование туалета зависит от национальности экипажа. Первое время существования Международной космической станции астронавты и космонавты использовали и делились одним и тем же оборудованием, аппаратурой, едой и даже туалетами. Все начало меняться примерно в 2003 году, после того, как Россия стала требовать от других стран оплату за то, что их астронавты пользуются их оборудованием. В свою очередь, другие страны стали требовать оплаты уже с России за то, что ее космонавты пользуются их оборудованием. Ситуация накалилась в 2005 году, когда Россия стала брать с НАСА деньги за доставку американских астронавтов на МКС. США взамен запретили российским астронавтам использовать американское оборудование, аппаратуру и туалеты. А сейчас я вам покажу самую важную систему, которая есть на Международной космической станции. Это туалет. Если туалет не работает, то дальше летать невозможно, если его невозможно отремонтировать. Поэтому, конечно, как можно быстрее мы будем спускаться на Землю, если у нас туалет будет не отремонтирован. Это его общий вид, пульт управления, затем мочеприемник, это для отправления малых надобностей сюда, и приемник для отправления больших надобностей. Но мы его сейчас не открываем, потому что сначала надо его включить, чтобы вытяжная вентиляция не давала выйти оттуда запаху. И вот такой общий вид. Здесь всякие принадлежности, которые нужны для того, чтобы отправлять большие и малые надобности. Ну и потом приводить себя в порядок. Средства личной гигиены и вкладыши, салфетки, которые мы используем для того, чтобы использовать приемник твердых отходов. Ну и, конечно же, перчатки для того, чтобы утрамбовывать твердые отходы. Тут у нас еще компрессор, но это он нужен для различных работ в системе жизнеобеспечения и так далее. Вот такой вот туалет. Ну, а теперь как это работает? Берем мочеприемник, включаем. Пробуем, что идет воздух туда, то есть все это всасывается. Проводим сюда малые надобности. Потом
Протираем воронку салфеточкой. Закрываем и выключаем. Все. И ставим на место. Теперь как большие надобности. То же самое. Включаем. Открываем. Проверяем. Садимся. То есть открываем. Садимся. Выполняем все свои надобности. Салфеточками работаем. Кидаем туда все салфетки. Потом открываем. Тут есть специальный рычажок. Поднимаем. Все, что мы наделали. И туда. Вниз. Но у нас чистый. Потом берем такой же. И новый ставим сюда. Оп. Сразу не получается еще. Оп. Все. Готово. И закрываем. Для следующего готово. Закрываем. Выключаем. И ставим на место. Все, готово. Россия может прикрыть программу МКС. В России нет возможности напрямую запретить США или любой другой стране, участвующей в создании МКС, использование станции. Однако прикрыть доступ к станции она может косвенно. Как уже говорилось выше, Россия нужна Америке для того, чтобы доставлять ее астронавтов на МКС. В 2014 году Дмитрий Рогозин намекнул на то, что Россия, начиная с 2020 года, планирует тратить деньги и ресурсы, выделяемые на космическую программу, на другие проекты. США, в свою очередь, хотят продолжить отправлять своих астронавтов на МКС, как минимум до 2024 года. Если Россия сократит или даже прекратит использование МКС к 2020 году, то это станет серьезной проблемой для американских астронавтов, поскольку им будет ограничен или даже закрыт доступ к МКС. Рогозин добавил, что Россия смогла бы и без США летать на МКС. США, в свою очередь, такой роскошью не располагают. Известно, что американское аэрокосмическое агентство НАСА сейчас активно работает с коммерческими космическими компаниями по вопросам транспортировки и возвращения американских астронавтов с МКС. В то же время НАСА может всегда воспользоваться батутами, о которых Рогозин упоминал ранее. На борту МКС есть оружие. Обычно на борту Международной космической станции присутствует 1 или 2 пистолета. Они принадлежат космонавтам, но хранятся в наборе выживания, доступ к которому имеется у всех на станции. Каждый пистолет имеет 3 ствола и способен стрелять сигнальными ракетами, винтовочными патронами, а также патронами для дробовика. Они также оснащены складными элементами, которые можно использовать в качестве лопаты или ножа. Непонятно, зачем космонавтам хранить на борту МКС такие многофункциональные пистолеты. Не от инопланетян же отбиваться в самом деле. Однако, доподлинно известно, что в 1965 году некоторым космонавтам пришлось столкнуться с агрессивными дикими медведями, решившими попробовать вернувшихся из космоса на Землю людей на вкус. Вполне возможно, что оружие на станции имеется как раз для таких случаев. Его собирают словно конструктор. Уникальный и единственный в своем роде космический пистолет ТП-82 за секунду превращается в настоящее ружье с прикладом. Мачете-приклад используется для работы с деревом, порубить какие-то ветки, копать, снять грунт. Сам пистолет состоит из 3 стволов, 2 гладкоствольных с верхних, 1 нарезной средний нижний. Зачем пистолету 3 ствола, да еще и мачете, объясняет легендарный космонавт Алексей Леонов, ведь именно он и создавал это чудо-оружие. 2 верхних ствола не хуже 32-го калибра ружья и нижний 5,45 калибр под экспансивный патрон с начальной скоростью 1117 метров в секунду. То есть он, конечно, он медведя убивал запросто. Плюс 2 патрона, стреляешь по птичкам. Тоже следующих. Эти же патроны сигнальные. ТП-82 разрабатывали в помощь экипажам, которые после приземления могли оказаться там, где их не ждали. Пистолет в обязательном порядке входил в так называемый аварийный запас, наравне с едой, водой и аптечкой. Стрелять из него уверенно и точно, причем с одной руки космонавт смог бы даже после трудной посадки. А все благодаря чудо-прикладу, что конструктор Леонов наглядно и демонстрирует. Вот курок 1,
второй, и начинает там стрелять так или так. Китайским тайкунавтам закрыт доступ на МКС. Китайским тайкунавтам запрещается посещать Международную космическую станцию из-за наложенных на Китай санкций со стороны США. В 2011 году американский Конгресс запретил любое сотрудничество по космическим программам между США и Китаем. Запрет был вызван опасениями того, что китайская космическая программа негласно ведется в милитаристских целях. США, в свою очередь, не хочет никаким образом помогать китайским военным и инженерам, поэтому МКС для Китая находится под запретом. По мнению издания Time, это очень неразумное решение вопроса. Американскому правительству необходимо понять, что запрет на использование МКС Китаем, а также запрет на любое сотрудничество между США и Китаем по вопросам развития космических программ не остановит последнего от развития своей собственной космической программы. Китай уже отправлял своих тайконавтов в космос, а также роботов на Луну. Кроме того, Поднебесная планирует строить новую космическую станцию, а также отправить свои роверы на Марс. А на этом все. С вами был Зефир. Не забываем подписываться, ставить лайки и делиться видео с друзьями.